Привет, друзья! Это видео про мини-дом в Московской области, который при своих скромных габаритах вполне подходит для постоянного проживания. Это каркасный дом, который выполнен в минималистичном стиле в черном цвете. Дом довольно компактный, но при этом он вмещает в себя все самое необходимое. Тамбур, кухню, гостиную, ванную комнату, спальню и место для работы. Дом построен своими руками, и такое решение хорошая альтернатива иметь свое доступное жилье, которое может быть временным вариантом для жизни, пока вы копите деньги на второй, более просторный дом. Вообще история этого видео началась 3 месяца назад в комментариях по другим видео, в котором я показывал мини-дом в форме куба в городе Тарту. В комментариях мне написал Дмитрий, что у него есть подобный дом, но более грамотно спланированный. Мы обменялись с Дмитрием контактами и договорились о встрече. И в итоге на прошлой неделе я побывал в гостях у Дмитрия, и получилось это видео. И сейчас более подробно про этот дом вам расскажет хозяин этого дома Дмитрий. Приятного просмотра! Всем привет, меня зовут Дмитрий, мы находимся в Подмосковье, это город Подольск. Ну и, собственно, мы сейчас находимся возле моего дома. Идея маленького дома пришла не сразу, но, в общем-то, появлялась постепенно, потому что изначально здесь был садовый домик, в котором мы планировали разместить что-то там вроде хозблока, там для рабочих, может быть, на первое время. Но потом, подумав, решили, что все-таки лучше остановиться на более капитальном строении, потому что в дальнейшем он тоже будет необходим, и решили сделать такой вот мини-дом. Кроме того, существует такое движение Tiny House на Западе, и было интересно попробовать вот эту концепцию как раз воплотить у нас. С этого все началось. Я познакомился с ребятами из Америки, они владеют компанией, которая как раз строит такие дома. И они прислали мне каталог решений, по которым в дальнейшем я уже начал строить, проектировать свой будущий крошечный дом. И было интересно, что на самом деле в действительности это целая философия. То есть, когда начинаешь проектировать, понимаешь, что на самом деле зачастую нам не так много нужно. У нас нет необходимости иметь очень большие площади. И крошечный дом, он дает больше свободы. Собственно, гораздо меньше времени вы тратите на его строительство, гораздо меньше времени необходимо в дальнейшем на уборку. И в содержании такие дома намного экономически более выгодные. То есть отопить такой дом намного проще. Соответственно, вы тратите гораздо меньше ресурсов. Что касается размеров дома, изначально здесь был прежний домик садовый, примерно 3,5 на 5 метров. И когда мы его разобрали, обнаружилось, что под этим домиком очень хороший крепкий фундамент. Мы решили не менять ничего, собственно, и ровно на этом же фундаменте возвели новый домик. Мы использовали каркасную технологию. Была выбрана технология финского каркасного домостроения. Фундамент ленточный. Дальше мы сделали обвязку из бруса. Да, дом строили вдвоем с товарищем. И, собственно, каркас мы собрали примерно за 4 дня, весь полностью. Ну и накрыли крышей с пароизоляцией, это вышло где-то, наверное, неделя. Обвязка нижняя брусом была 150 на 150, каркас пола, доска 50 на 150. Снизу подшивали черновой пол из ОСБ, да, с гидроизоляцией, с пароизоляцией, закладывали утеплитель 150 в 3 слоя 50 с перехлестом, чтобы избежать мостов холодов. Дальше обшивали сверху фанерой. По фанере шла подложка, и потом уже шло финишное покрытие. По каркасу, каркас выполнялся из такой же доски 150. Ну и, собственно, дальше классическая каркасная технология. Кровля выполнена из доски 50 на 200. То есть кровельный такой пирог, он более толстый был по утеплению, потому что зачастую основное тепло у нас уходит, теряется через крышу, теплый воздух поднимается вверх всегда в доме. И, собственно, толщина крыши было решено делать 200 мм. Стиль был выбран минимализм, потому что идея была сделать такой максимально функциональный, но при этом очень сдержанный там по каким-то изыскам, по дизайну дом. Акцент был сделан на функционал. Цвет черный отчасти это дань моде, тенденциям каким-то последним, но в то же время это и функционально
интересно работает. То есть достаточно толстый пирог в летний период не позволяет дому сильно нагреваться. Поэтому, ну и плюс цветущие деревья вокруг, они его немного затеняют. А вот в зимний период и в морозный солнечный день, вот если выйти дотронуться к фасаду, он прям теплый становится. То есть черный цвет, он еще помогает сделать дом более теплым в холодные периоды. Окна использовались все двухкамерные стеклопакеты. И так уж получилось, что вот, например, большое окно, которое сверху у нас 3-метровое, и на боковом фасаде такое же вертикальное окно. Их отдал мне знакомый, он занимается монтажом стекол, и эти окна просто не подошли на один из объектов, и они достались нам практически бесплатно. Входная дверь дома, мне тоже очень нравится, она тоже досталась нам бесплатно практически от друга. Они строили дом, и она там не соответствовала каким-то вот их критериям. Как вы можете увидеть, дом еще не полностью закончен. Есть еще моменты, которые нужно будет доделать. В частности, это оклады вокруг окон. Почему была выбрана такая отделка? Это самая достаточно простая, но при этом интересно смотрится. Такие фасады, это тоже я подсмотрел у ребят-американцев. Они часто используют такое решение. Доска внахлёст. Фасад получается достаточно интересным по внешнему виду. При этом никогда влага внутрь под доску не попадет, потому что она такой елочкой наружу идет. А в то же время достаточно дышащий. И если где-то могла бы появиться влага, например, под стеной, она очень легко выйдет наружу. Снизу дом отделан профлистом. Это тоже было решение из американских проектов домов. Они строят дома на колесах, и в их домах вот часто я замечал, такие вот нижняя отделка шла из профлиста. Очень функционально, очень легко следить. Они свои дома моют там автомойкой обычной такой машиной. С одной стороны бюджетная, с другой стороны, почему нет, очень хорошо выглядящее решение. Водоснабжение у нас скважина, канализация у нас городская. Так как этот домик у нас в дальнейшем планируется использоваться как гостевой, а основной дом мы начали строить дальше, между ними мы решили сделать общую террасу, когда можно будет выходить, собираться с гостями, отдыхать, пить чай. Ну и, в общем-то, она функционально очень удобно здесь вписывается. Терраса сделана из лиственницы на свайном фундаменте. Размеры террасы примерно 6 на 5 метров. Ну, собственно, вот мы внутри дома. Начнем с прихожей. Размеры прихожей 1,25 на 1,25 м. В прихожей небольшой разместилась вешалка для одежды, скамейка с полкой для обуви. Собственно, здесь хранится обувь, которая сейчас не носится. Здесь есть зеркало. Да, здесь же у нас выведен щиток по электричеству, когда, ну, если что-то там нужно обесточить, ну и, в общем-то, все для контроля. Ну и такой небольшой шкафчик, там это косметика, это для жены, там, ну и такое всегда ключи перед входом, всякая мелочь. Все поместилось туда. Здесь у нас управление уличным светом, он на датчиках, ну, мало ли, если будет необходимость, его можно тоже обесточить изнутри. Это освещение в самой прихожей, светодиодное, и управление теплым полом. Также можно регулировать, задавать температуру и, собственно, опять же, здесь зона небольшая, но она хорошо очень прогревается, обувь всегда сухая, здесь зимой никогда не бывает луж за счет качественного обогрева пола. Проходим дальше, и здесь мы попадаем в такое пространство кухни, где есть и небольшой шкафчик для хранения там различных консерваций, там прочего. И здесь, собственно, кухонный блок весь. Изначально у нас была электрическая плита, потом решили попробовать газ, и, в общем-то, существенно экономит газовая плита по сравнению с электро. Плита двухкомфорочная, ее вполне хватает. А здесь у окна мойка. Классическая такая схема, очень удобно, когда мойка расположена перед окном. И кроме того, вот в собственном доме это еще обосновано тем, что там всегда кто-нибудь там или дети, или там, если кому-то нужно подойти что-то помыть, здесь очень удобный смеситель. Можно легко его направить
в окно и там помыть какие-нибудь яблоки, фрукты, там все, что нужно. Столешница была сделана, хотелось ее сделать такую состаренную, и когда мы разбирали вот прежний садовый домик, у него были очень массивные такие старые толстые половые доски. И они мне очень понравились, и я решил сделать из них столешницу. Они были полностью отброшированы, очищены, была снята полностью вся старая краска, потом мы их брошировали, и они получились такие вот темные, обгоревшие, покрыли маслом, и у них появился такой своеобразный цвет. Над плитой у нас есть вытяжка. Вот. Вытяжной канал работает здесь сразу на улицу, и через систему обратных клапанов с ним же сопряжена вытяжка из санузла. Соответственно, через обратные клапаны не пускают воздух, там, как из санузла в кухню и также из кухни в санузел. Здесь один точечный светильник спот с несколькими режимами работы. То есть он может светить ярко, там, среднее освещение и такое прям тусклое, сдержанное. Вот. А второй светильник есть еще на кухне, такой в ретро-стиле. Он, собственно, очень похож на вот этот светильник. Здесь у нас еще такая система сушки, которая легко убирается. Ну и мы плавно переместились, кстати, в зону гостиной такой. Здесь хотелось создать побольше света, поэтому использовали большое окно с одной стороны, с южной стороны солнечной, и еще одно вот это вот высокое 3-метровое окно, которое выходит на парковку. Ну и, собственно, тоже это юго-восточная сторона. Утром отсюда очень много света тоже заливается. Пространство решено следующим образом. У нас напротив диван, здесь есть телевизор и небольшой такой вот секция тоже для хранения. Пару слов хотел сказать еще об этом столике. Это с одной стороны стол, а с другой стороны учебная доска. То есть, когда ребенок хочет позаниматься, порисовать, вот, ну, собственно, можно здесь проявлять свое творчество. И, кроме этого, мы периодически занимаемся же дома. И здесь мы решили так, что у нас эта часть взрослая. Здесь я, например, пишу какие-то задания, а здесь дочка их выполняет. То есть, такой у нас двухзонная доска для работы. Ну и здесь как раз секция для хранения мелков. Вот. Ну а легким движением руки доска превращается у нас в такой столик. С одной стороны, когда он не нужен, его легко убрать и там смотреть телевизор, играть, общаться. А когда, например, нужно пообедать, мы собираемся, все садимся за этим столом. Комфортная зона такая столовой получается. Ну, собственно, вот мы осмотрели весь первый этаж, ну, кроме одного помещения, это ванна, санузел. Пойдемте посмотрим. Здесь решение было завязать в одну кнопку и вытяжку, и освещение. Санузел достаточно небольшой, по размерам получился 1,20 м на 2,5 м. Собственно, такой же, ну, все отталкивалось от размеров листа USB, лежащего вот на черновом полу. И, в общем-то, в этом пространстве мы уместили туалет, стиральную машину, совмещенную с умывальником над ней. И вот здесь, за дверью, мы сейчас посмотрим, есть еще ванная. Ну, так как у нас все завязано на электричество, поэтому было решено использовать вот такой вот накопительный водонагреватель. Весь первый этаж мы осмотрели, поэтому приглашаю вас на второй этаж. Да, можете заметить, у нас тут очень много шариков сегодня, но так уж совпало, что съемки для канала совпали с днем рождения дочери, поэтому мы в декорациях сегодня. Вот, ну, пойдемте на второй этаж. Итак, мы на втором этаже. Как видите, здесь с одной стороны достаточно низкие потолки, но это зона, где мы не проводим большую часть времени. Здесь организована спальня и кабинет, но такой маленький. Когда проектировал дом, я исходил из размеров своего роста, и чтобы спокойно не стукаться головой, находиться вот в крайней точке у балкона, например, при этом
ну, вот можно было спокойно заниматься и комфортно ходить вот по этой части. В той части, которая идет на склон, у нас там только кровать, ну и, собственно, мы там только спим, ложимся уже. Там такая высота не нужна была. В дальней точке, вот в нижней точке высота второго этажа 1,5 метра. Вот. А в верхней точке у края внешней стены, ну вот этой стены, а здесь у нас получается 1,90 м. Ну и, собственно, здесь кабинет, где можно позаниматься. Я занимался и проектированием домов тоже, в том числе. И, собственно, здесь все необходимое. Ноутбук, принтер, сканер, все, что нужно. Ну, соответственно, места для этого вполне хватает. Ну, а так как мы живем семьей и вещей достаточно много, было решено сделать такой длинный 3-метровый комод, в котором очень можно много всего хранить, и все достаточно компактно сложено. И кроме того, вот мне очень понравилось вот это вот 3-метровое окно горизонтально. Оно прям заливает очень много света как в небольшое вот это вот пространство второго этажа, так и как второй свет работает очень классно для первого этажа. Соответственно, в доме всегда достаточно светло, а это, ну и плюс белый цвет стен, он создает такое ощущение большего пространства. По общей площади дом получается 30 квадратных метров. Первый этаж у нас вышел суммарно 18 квадратов, да, и второй этаж 12 квадратных метров. По сути, это 30 квадратных метров, но это практически как однушка такая квартира. Но все-таки мне больше нравится идея маленького дома, потому что, ну, живя на земле, ближе к земле, ты себя чувствуешь гораздо лучше. То есть в любой момент ты можешь выйти во двор, ты можешь чем-то позаниматься, строительство, огород, спорт, все что угодно у тебя всегда прям вот под боком. Свежий воздух. Ну и, собственно, сама стоимость такой площади жилья, она несоизмеримо ниже по сравнению со стоимостью, ну, если сравнивать со стоимостью квартиры даже такой же площади. То есть такой домик построить вдвоем вполне по силам более чем. И я в таком случае не вижу необходимости в каких-то там кредитах, в каких-то долгих историях с банками и прочее, прочее, прочее. Ну, чтобы лучше рассмотреть, вот с этой стороны мы перешли в другую часть второго этажа. Здесь у нас организована спальня и хранение там верхней одежды. И, ну, здесь также вот заканчивается наш бесконечно длинный комод. Да, еще на втором этаже, ну, в общем-то, в доме было решено использовать проходной переключатель, чтобы, когда вы поднимаетесь наверх, не было необходимости бегать каждый раз вниз. Например, выключить освещение, да, споты, которые управляются и отсюда, из первого этажа. И еще один выключатель, он создает такой приглушенный свет, там светильник под балконом. То есть вы со второго этажа полноценно можете управлять освещением в доме на первом этаже и делать его яркое, более тусклое. Эти светильники тоже, кстати, работают в 3 режимах. Они могут быть как яркими, такими вот, так и более тусклыми и совсем такими приглушенными. По поводу отделки. В зоне гостиной мы использовали инженерную доску на пол. В зону кухни мы постелили доску, тоже искусственно состаренную, половую доску. Ну а зоны прихожей и санузла плитка, пол с подогревом. Стены в доме обшиты гипсокартоном. Это было удобно, потому что под ними проложена была вся электрика, разведена. И, собственно, таким образом мы получили еще один дополнительный воздушный зазор, который тоже дополнительно также утепляет дом. В качестве отопления используются вот такие вот кварцевые обогреватели. Они достаточно экономичные по потреблению, всего 400 Вт. И на этот дом используется всего 2 таких обогревателя. Один здесь, один в зоне кухни. Соответственно, это позволяет комфортно и равномерно прогревать весь дом. И при этом
затраты на отопление, то есть меньше, чем электрический чайник, наверное, в несколько раз. Вентиляция осуществляется с помощью рекуператора, то есть таким образом, что здесь в прихожей у нас воздух поступает с улицы, но перед этим он подогревается выходящим со второго этажа. На втором этаже он высасывается, то есть он вытягивается и, опускаясь, выходя на улицу, прогревает как раз входящий уличный воздух. Таким образом, в дом воздух заходит свежий, но немножко подогретый уже. Но, естественно, может вопрос возникнуть, что при таком теплообмене может выделяться конденсат, он действительно выделяется, соответственно, на улице вы могли заметить, там под рекуператором ставим ведерко, куда отводится весь конденсат. По срокам строительства, собственно, все полностью вот в том виде, как это сейчас вы можете увидеть, суммарно заняло где-то 3 месяца. Вот. А по стоимости это получилось где-то в районе $500 000 рублей. Точно не скажу, но вот где-то в таких пределах. Ну и в заключение, что хочу сказать. Не бойтесь реализовывать свои замыслы, свои мечты, мысли. Кроме того, что это очень вдохновляет, когда ты что-то делаешь своими руками. Это очень интересно, и, собственно, вы получаете в результате, по сути, дом вашей мечты.